Доброе утро, с вами Туричан. На улице ноябрь, а значит, что в Японии наконец-то начала чувствоваться осень. Летняя погода здесь длится очень долго, особенно на юге Японии, в Фукуоке, где мы сейчас живем. Здесь очень комфортная температура в ноябре, примерно плюс 20 градусов, и ночью плюс 10. Поэтому это самое лучшее время года для прогулок в лесу и кемпинга. Осенью начинает цвести османтус. На японском называется кинмоксей. Эти маленькие цветочки пахнут медом, и их можно добавлять в чай для аромата. Хурма тоже один из символов осени в Японии. Такое ощущение, что в саду каждого уважающего себя японца растет хурма. Но часто у хозяев нет времени заниматься урожаем, поэтому перезревшие плоды съедают вороны или они падают на землю. Вот так вот гулять по тихим японским улочкам осенью – это мое, пожалуй, самое любимое занятие между работой. Поэтому давайте покажу вам, как японские улочки выглядят осенью, что выращивают японцы. Я как подозрительная иностранка шастаю. Наверное, все на меня смотрят из окон и осуждают. До того, как я переехала в Японию, я знала только лимон, мандарин и апельсин, но в Японии, оказывается, сотни разных видов цитрусов, и у каждого есть свое название. Допустим, вот это, скорее всего, бунтан, возможно, я ошибаюсь, и это аманацу, еще один похожий вид цитруса. В общем, очень много разных видов, и они все на вкус реально отличаются от привычных мне мандарин и апельсинов. У каждого есть своя особенность, поэтому советую попробовать японские цитрусы, когда будете в Японии, особенно зимой. Вот так выглядит Япония в ноябре, в середине ноября. Да, все зеленое, цветет, очень мало опавших листьев. Ну, потому что у нас плюс 20, неудивительно, я бы сказала. Но очень красиво, цветы цветут даже осенью. Еще одна вещь, которая символизирует осень в Японии, это, конечно же, осенние фрукты, как хурма, груши, яблоки и также ранние мандарины. У нас как раз во дворе вот так вот растет дерево мандариновое. Это не наше, это хозяина дома, но думаю, что он будет не против, если мы мандаринки немного соберем. Они уже вот такие вот поспевшие, и даже ничего страшного, если они зеленые. В доме они доспеют. Внутри, видите, они уже такие зрелые. Обычно цитрусы зреют ближе к зиме, но здесь, на юге Японии, есть много видов ранних мандаринов, как, например, наше мандариновое дерево. Японцы называют осень шикуёку но аки – осень аппетита. В этот сезон зреет много вкусных овощей и фруктов, поэтому осенняя кухня самая разнообразная и аппетитная, конечно же. Когда очень много мандаринов, один из самых простых рецептов из них – это сделать, конечно же, сок мандариновый или смузи. Эти мандарины очень приторные и сладкие на вкус, поэтому только из них сок делать я не буду, но сделаю из них смузи с грушей. Это очень вкусно и очень просто.どうぞ。感想言ってほしい。
手をかうん。く洋梨とみかん。そう。これしかない。さっぱりだね。秋と夏の間って感じ。いい。確かに。Еще один мой любимый рецепт, когда дома много цитрусов, это засоленные цитрусы. Можно использовать как лимоны, апельсины, так и мандарины. Мандарины моем и хорошо протираем и делаем небольшой разрез. Немного открываем мандарины и засыпаем внутрь примерно 1 чайную ложку соли. Несколько лет назад я готовила соленые лимоны, и это было настолько вкусно, что, думаю, с мандаринами должно получиться не хуже. Также делаю разрез в зеленых лимонах и засыпаю соль. Цитрусы и соль – это все, что нужно для этого рецепта. Можно также добавить имбирь или лавровый лист. Как использовать засоленные цитрусы? Через месяц мандарины полностью законсервируются, и их можно мелко порезать, перемешать с оливковым маслом и использовать это как заправку для салата или соус для рыбы. Очень важно, чтобы цитрусы были полностью покрыты солью и соком. Закрываем банку и храним при комнатной температуре до начала использования примерно 1 месяц. Очень круто жить у моря летом, не особо круто жить у моря осенью и зимой, потому что очень холодно, влажно и дует сильный ветер. Лето тоже было не очень, если честно говорить. Я сделаю отдельное видео о моих впечатлениях о жизни в городе Фукуока немного позже, потому что уже ровно год прошел, как мы сюда переехали. Но сразу скажу, что лето оказалось намного жарче, чем я ожидала, и оно длилось намного дольше, чем в Токио, как мне показалось. До прошлой недели, до конца октября и даже до начала ноября у нас было плюс 28 на улице. И только сейчас плюс 20 внезапно похолодало, поэтому такой резкий перепад, и чувствуется, наоборот, даже вот слишком холодно за счет того, что было так долго жарко. По моим ощущениям, лето было, наверное, месяцев 5. Но когда для моря холодно, наступает время гор. Осень – это прекрасное время для кемпинга, похода в горы, поэтому сегодня мы решили совместить приятное с полезным и поедем в коворкинг, который находится на вершине горы. Вот это горы! Всего в 25 минутах на машине от центра города Фукуока находится вот такой лес. Вон даже люди сюда бегают. Мы приехали. Вот в таком месте находится коворкинг. Офис прямо в лесу. Всего лишь 25 минут на машине из центра Фукуоки. Посмотрим, сколько там сейчас людей работает. Этому зданию в районе 50 лет. Раньше это было просто канрито для управления этим парком, офис. Но его переделали в коворкинг. Мы иногда ездим в коворкинг для смены обстановки, когда надоело работать из дома или в офисе. А в таком коворкинге еще и можно поработать с таким осенним горным пейзажем. こんなに待ってると不自然で。はい。すいません。
О, красота. Этот офис сделали совсем недавно, поэтому он еще мало кому известен. В отличие от кафе, в коворкинг всегда есть быстрый Wi-Fi, розетки у каждого столика и кабинки для созвонов, что очень удобно. Здесь даже есть вот такое место, где можно проводить семинары. И снова невероятный вид из окна. Это просто красотища. こういうのでもいいんだけどね。混んでない時。На улице место. И Snow Peak — это японская фирма, которая делает разные кемпинговые такие товары. 意外と人が来てるよ。По-моему, даже там человек работает уже на улице. Wi-Fi на спидо. Скорость Wi-Fi. И? Пока еще не слишком холодно, мы решили поработать за столиком на веранде, а когда замерзнем, переберемся вовнутрь. Мы хотим пойти сейчас немного пообедать, покажем заодно, что здесь есть в округе. Ну что ж, мы приехали недалеко от коворкинга. Есть вот такое еще место, где находится небольшая ферма, а также здесь есть кемпинг, можно устроить, взять в аренду тент, все, что нужно для барбекю. Думаем здесь немного пообедать и продолжить работать. Здесь также находится магазин Snow Peak, того бренда японского, который делает разные вещи для кемпинга. Вот такое вот. Симпатично. Довольно дороговато у них, правда, тент и все, что они продают, но смотрится очень так стильно. Мне нравится. О, тыка. Здесь можно жить. О, а вот и Starbucks новый, недавно открыли, с вот таким вот чудесным видом. Сугой кишки. С этой горы Абураяма город Фукуока виден как на ладони. И хоть добираться сюда без машины довольно трудно, только пешком забираться, мне кажется, оно того стоит. До вершины, кстати, есть не только трекинг-тропа, но и цивильная дорога тоже, поэтому снаряжение не нужно. И давайте посмотрим, какой Starbucks. こういう感じにしようかな。コワーキングじゃん。よろしいですか？はい。畳み出しますね。あとすみません。はい。Мы решили сесть в итоге на улице, потому что очень классная погода, не жарко. 滑り台の出発場だけどうるさい。圧倒的なうるささ。ああ、そっか。Вот такой вот роллер-костер для детей. Я и тенки да, субараши. いいですね。アイス。チーズ、お疲れ。全然仕事してないね。結局。Также недавно мы ездили к родителям из Ими в деревню навестить их. У меня есть целое видео про это. Посмотрите, кто еще не смотрел. Многих удивило то, что родители не обнимают сына и сын родителей. Но да, в этом видео можно видеть много интересных культурных аспектов, как, например, то, что в Японии особо не обнимаются даже близкие родственники, тем более не целуются в щечку.
И для людей, кто не любит все эти нежности на публике, Япония идеальная страна, как для меня, например. Но да, многих это, конечно, удивило, но это не единственный аспект японской культуры, который я показывала в этом видео, поэтому посмотрите ее полностью, ссылка есть где-то здесь. И также у родителей Изуми сейчас настоящая осень на грядках, поэтому они нам выслали немного свежевыкопанного имбиря, а также батат, сладкая картошка. Из сацумаймо, так на японском называют батат, можно готовить как сладости, как торты и печенья, так и не сладкие блюда, поэтому сегодня я покажу вам, что я приготовлю из этого на ужин. Для начала моем сладкую картошку, кожуру можно не снимать, она тоже очень вкусная. Промываем рис, да, как же без риса в Японии на ужин. В рис добавляем 1 столовую ложку соевого соуса, 1 столовую ложку саке. Я использую сладкое саке из Кагосима, которое нам выслали родители Изуми, и 1 столовую ложку мирин. Если у вас есть только соевый соус, все остальное можно заменить на 1 чайную ложку сахара. На 150 грамм риса нужно 210 мл воды. В середину риса помещаем батат и готовим в рисоварке как обычный рис или в кастрюле под крышкой 8 минут на слабом огне, после чего нужно дать рису настояться минимум 10 минут. Батат должен получиться мягкий, но не разваренный. На дне рис должен немного пригореть, японцы называют это окоги, зажарочка, и многие считают, что это самая вкусная часть риса. Добавляем немного сливочного масла и хорошо перемешиваем. Возможно, кому-то покажется такое сочетание странным, но сладость батата хорошо сочетается с соевым соусом и рисом. Советую. Батат бывает разного цвета внутри. Белый, фиолетовый, оранжевый, но из любого вида получается вкусный кекс. Нарезаем картошку на кусочки и перекладываем в тарелку, которую можно использовать в микроволновке. Наливаем немного воды и закрываем крышкой или пищевой пленкой. Да, это миф, что японцы не используют микроволновки, еще как используют. Готовим 5 минут на 600 ваттах. Мягкий батат превращаем в пюре, можно делать это вручную, как я, или в блендере. Я оставила кожуру, потому что я ничего не имею против, но это на ваше усмотрение. К пюре добавляем сливочное масло и хорошо перемешиваем. Если сейчас сюда добавить немного соли и зеленого лука, получится вкусный картофельный салат. Но нет, мы сегодня готовим кекс из батата. Добавляем сахар, подробные пропорции смотрите в описании видео, но количество сахара зависит также от того, насколько сладкая картошка у вас. Хорошо перемешиваем и добавляем немного меда. За счет меда кекс получается более влажный и насыщенный на вкус. Добавляем яйца и снова хорошо перемешиваем. Просыпаем муку и разрыхлитель через сито. Каждый раз, когда мне очень лень и я просто насыпаю муку ложкой, получается не так вкусно, поэтому лучше просыпать, конечно же, и аккуратно перемешать все это ложкой до однородной массы. В смазанную маслом или устеленную бумагой для выпечки форму выливаем тесто и равномерно распределяем. И запекаем на 180 градусах примерно 40 минут. За счет батата кекс получается не пышным, но очень сочным, со слегка крошащейся структурой. Очень вкусно, но очень калорийно, и одним таким кусочком можно объесться. Если будете готовить что-то из этого видео, фоткайте, отмечайте меня в инстаграме. Осенняя готовка, наверное, один из самых лучших способов насладиться осенью. Но все еще не хватает красных листьев для полной осенней атмосферы. У нас все еще такое относительно зеленое, поэтому ждите продолжения осенних влогов. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!